Привет, друзья! Сегодня я нахожусь вдалеке от города, в месте, окруженное природой, где царит тишина и спокойствие. Приехал я сюда подышать свежим воздухом, насладиться природой, ну и просто прогуляться. Присаживайтесь поудобней, всем приятного просмотра. Ну что ж, отправляемся в путь. Это место я нашел в Google картах. Довольно неприметное место. Находится оно недалеко от города Камакура. Не знаю, где-то час я добирался на машине до этого места. И довольно сложно было найти вход. Именно вот эту тропинку, откуда она начинается. Потому что, когда ты едешь по дороге, вокруг тебя сплошной лес, ничего не видно. И было довольно сложно найти именно поворот, куда нужно было заезжать. Слева от меня течет речка. Видите? Вот эта тропинка, она ведет вверх. Скорее всего, сейчас будем подниматься на гору. Ну, я так более-менее посмотрел маршрут этой дороги, куда она ведет. По пути должен встретиться храм небольшой, синтоистский храм. Ну и сейчас посмотрим, что увидим интересного здесь. Так, ну и вот у нас в самом начале развилка с двумя путями. Направо и налево. Так, получается, направо у нас парк. Так, дорога налево, это у нас здесь Асайна Киридооши. Так, и что же означает этот путь Асайна? Здесь написано то, что путь Асайна является одним из 7 путей, ведущих в Камакуру. И эта дорога ведет в важный порт, который называется Муциура. Этот порт поддерживал логистику города Камакура в период Камакура. Раз уж такой знаменитый путь, причем один из 7 путей, который вел в Камакуру, я решил пойти налево. Поэтому отправляемся в путь. Так, ну людей я встретил немного. Получается, перед входом была пара, которая вот ушла вглубь. И сейчас вот 3 человека были, семья. Поэтому, я думаю, место не особо популярное. Ну или может просто многие о нем не знают. Кстати, у нас сегодня 25 градусов. На улице тепло. Светит солнце. Погода отличная. Ну, хотя утром, я во сколько сегодня, в 6 часов встал. Вот, когда я вышел утром на улицу, было немножко прохладно. Вот, но сейчас прям даже чуть припекает. Так, а тут подъемчик прям, смотрите, видать, размыло. Или так изначально было сделано. Ну, видать, это камни. Да. Выступы уже такие большие прям. И уже подъем становится более крутым. Видите? Ух ты ж. Какое-то ущелье здесь. Так, ну все, вниз спускаемся. Тут прям птички распелись. Какой-то рисунок на скале. Ну-ка, сейчас посмотрим. Какой-то монах. Вот. Ну, причем только он здесь нарисован и все. Только один рисунок здесь и все, больше ничего нету.
Здесь у нас написано: будьте осторожны, потому что здесь могут падать камни. Видать, здесь уже до этого обваливалась вот эта скала. Поэтому сейчас вот поставили такую вывеску, предупреждают об опасности. Так, ну судя по карте, мы уже подходим к храму. Совсем рядом должен быть уже. Так. Только что-то вообще ничего не видать. Так, нам нужно направо идти. Потому что вот это первый иероглиф направо указывает. Идем направо. Так, ну вот наконец-то я добрался до нашего храма. Так, кстати, задаю вопрос. Вот эти ворота, как они называются по-японски? По-моему, 2 видео назад я, когда посещал буддийские синтоистские храмы, говорил. Поэтому напишите в комментариях, как называются эти ворота. Так, ну здесь приспособление, чтобы полоснуть руки перед входом в сам храм. Но воды нету. Угу. Ну, видать, он какой-то заброшенный, уже не работающий храм, потому что, видите, на воротах паутина. То есть никого здесь нету, никто за ним не ухаживает. Так, ну здесь получается это не основное здание. Вот, а видите, там вот виднеется еще одна постройка. Я думаю, там у нас получается основное здание храма. Я представляю, как их здесь строили. Представьте, вот это материал, как его нужно было сюда доставить, я не представляю. Тем более, не помню, не забыл уже, в каком году он был построен. Ну сейчас-то ладно, в наше время. Я думаю, не так сложно будет доставить какой-то материал сюда. Ну а раньше, как люди везли сюда на повозках, наверное, я не знаю. Написано «Гомива мочкай римашо». Давайте убирать за собой мусор. Чтобы не мусорили здесь. И на самом деле это работает, видите. Ни одной мусоринки, ничего нету. Какое у людей уважение, да, к храмам. Хотя нет, я ошибся. Внизу у нас основное здание. Потому что здесь, видите, колокол — это часовня. Да. Классное место. Тишина. Прям идеальное место для медитации. Сейчас прям присяду и, не знаю, минут 10 посижу, помедитирую, избавлюсь от всех негативных мыслей.
и все. Медитация завершена. Разум очищен. Избавился от всех плохих и негативных мыслей. Теперь я себя чувствую новым человеком, как будто родился заново. Так, ну ладно. Интересное место. Покой и тишина. Надеюсь, я сюда как-нибудь еще раз вернусь. Так, ну и вот я вернулся в самое начало, откуда начинался наш путь. Было интересно. Считайте, посетили один из великих путей, из 7 путей, который вел в Камакуру. Посмотрели на красивый храм, хоть и заброшенный, но все равно. Мне кажется, даже в заброшенных храмах атмосфера немножечко другая. Более такая таинственная, я бы сказал. Ну вот я вернулся на парковку. Время уже сколько у нас? 3 часа. Ну, где-то 2 часа, наверное, я гулял в общем. Немножко устал, но очень рад, что посетил такое интересное место и показал вам. Кстати, хочу сказать, что на канале уже на данный момент 446 подписчиков. Еще остается чуть-чуть, и нас уже будет 500 человек. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Всем буду отвечать. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Увидимся в новых видео. Всем пока.